Так, Франция, Марсель, Средиземное море, Лазурный берег, месяц май, должно быть хорошо. Сердце Провансаля и один из самых интересных городов Франции. Здесь каждый уголок пропитан историей. Средиземноморское солнце заливает улицы города, а аромат свежих круассанов так и норовит залезть к вам в нос. Мы приехали в этот город всего на 3 дня и постараемся излазить его во всех направлениях. И надеюсь, мы ощутим дух этого города и Франции в целом. Ну и, конечно, мы скомпоновали эти все 3 дня в одно видео, которым, я надеюсь, вы насладитесь. И я надеюсь, нам удастся передать вам ощущение присутствия в этом городе. Ладно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и погнали. Так, пару слов, как мы добрались до самого города. Самолет Ryanair прилетает в небольшой городок рядом с Марселем, то есть полчаса езды на шаттле до центра города. У нас заняло. Потом чуть-чуть пешочком, чуть-чуть на трамвайчике. А шаттл от аэропорта стоит 10 евро, а трамвайчик нам обошелся в рубль 80. Также евро. Довольно-таки удобно, легко добираетесь. Буквально мы полчаса потратили на то, чтобы добраться до центра города от аэропорта. Первое, что бросилось нам в глаза, как ни странно, окна. В Марселе везде полно вот таких домов со ставнями, с решеточками на первом этаже. А вообще вот такие, видите, ставни, они часто распространены в Южной Европе, в Испании и в Италии. И здесь, во Франции, вы тоже можете их наблюдать. Прикольно, да? Пробираясь по маленьким улочкам Марселя в сторону центра, была обнаружена булочная, в которую мы пренепременно решили заглянуть. По утру в булочную придется постоять в очереди. Такие вот утренние у них очереди. Марсельские булочные по большей части являются семейным бизнесом, и рецептура хлеба передается из уст, так сказать, в уста, но среди семьи. Поэтому на каждом районе хлеб имеет свой вкус. Прям невозможно пройти мимо, аромат так и затягивает. На мучное мы решили не налегать, так как Остапа, так сказать, может разнести. Взяли по круассану и двинулись дальше. Что может быть лучше утреннего круассана? Вкусно? Очень. Очень. Бон аппетит. Спасибо. Но круассан с пивом был бы лучше. Смотрите, ребята, здесь летом очень жарко, и они закрыли трамвай с одной стороны и с другой стороны, чтобы вас оградить от солнца, чтобы вам не было жарко внутри. Все для людей. Прикольно. Неожиданно для себя мы набрели на какой-то развал. Видимо, это традиционный рынок в Марселе, где вы можете прийти и затариться. Почему традиционно? Потому что сегодня четверг, и это утро, то есть он не выездной, а такой вот прям вот традиционно на этом месте. То есть напоминает мне опрашку 90-х города Санкт-Петербург. Чего здесь только не продают. Всякие шапочки для близнецов, ковры, чего только нет. О, флаги, так сказать, различных государств. Чего только нет вообще. Одежа, всякая всячина. Короче, кайф для того, кто пытается вырулить какую-нибудь дешевую подставу. Ну вот что-то с Викторией задискутировали, откуда этот рынок здесь взялся. Она утверждает, что так как в стране очень много марокканцев, поэтому здесь есть такой рынок. То есть где марокканцы, всегда такой рынок. Она говорит, то же самое в Испании происходит. Где много марокканского населения, там такой вот рынок-развал присутствует. Ну, обязательно кафешка. Вон тут на выходе у нас кафешка нас встречает с кофейком, так сказать, и сигареткой. Типично французская утренняя. Внезапно набрел на фешенабельное здание фондовой биржи города Марсель. Федеральненько, да? Здание фондовой биржи было построено в середине 19 века, и открылась биржа в 1860 году. Здание построено в стиле неоклассицизма и находится на центральной улице города Марсель. Улица называется Ла Канабьер. Простите меня за мой французский. Там делают бабки. Также с детьми здесь будет тоже не скучно. Смотрите, какая каруселька рядом со зданием фондовой биржи. Спустившись по главной улице города Марселя, вы упираетесь в старый порт.
что в свою очередь является сердцем города. Марсель находится на побережье Средиземного моря и исторически является портовым городом. Марсель, так же как, собственно, и сам порт, были основаны в 600 году до нашей эры еще греками. То есть все дороги города ведут в порт. То есть если вы приедете когда-либо в Марсель, начинайте свои приключения с порта. То есть все дороги ведут сюда, и отсюда также они все расходятся. То есть очень удобное место для старта своего дня. Мы пробыли здесь 3 дня и каждый день оказывались в порту. Порт стал туристической такой, так сказать, меккой. Как и любой нормальный порт, здесь располагаются яхты. Естественно, в бухте этого самого порта Марселя находится множество яхт. Ну, я еще не дорос до яхты. Да и не думаю, что когда-нибудь дорасту. Но надеюсь, что вы когда-нибудь дорастете. Яхты шедевральные. Множество ресторанов вокруг по периметру порта. Ну, если вы туристы, вас не пугают цены, то можно найти всегда вот такое местечко рядом с портом старым в Марселе. Здесь много, смотрите, ресторанчиков, где можно хорошенько откушать. Магазинчики различные, уличные музыканты здесь присутствуют. И, естественно, рыбный рынок. Если вы обожаете вонючий запах свежей рыбы, то порт – это лучшее место. А это у нас марсельский порт, и на заднем плане, видите, люди торгуют свежевыловленной рыбой. Говорит свежак, но запах божественный. Мы остановились недалеко от центра и приходили сюда всегда пешком. Но если вы даже остановитесь на окраине, то прямо здесь имеется станция метро Вьюпорт, что переводится как «старый порт». В порту, естественно, присутствует церквуха. Куда ж без церквухи-то в порту? Прежде чем выйти в море, стоит помолиться богам. Церковь была построена в XIV веке в готическом стиле. Но так как ее много раз перестраивали, мы имеем то, что имеем, так сказать. Убранство церкви шедеврально. Если вы любитель церкви, обязательно загляните. Я вот зашел с краешку, поснимал, вглубь не проходил, боюсь, сгорю. На заднем плане это здание мэрии города Марсель, находится также в порту. Кстати, этот город побратимый с городом Одесса, стал побратимым в 1972 году. Вот этот самый якорь подарил мэр Одессы Марселю в честь того, что оба города являются городами-побратимами. Пробираясь по небольшим улочкам Марселя в сторону музеев, мы набрели на кафедральный собор города Марселя. На набережной также находится собор Марселя, построенный в 1896 году. Кафедральный собор Ля-Мажор. Собор был построен в XI веке на месте старой церкви. И просуществовал он до конца XIX века. В то время население Марселя резко увеличилось, и собор для прихожан стал маловат, и было решено его перестроить. Приказал эту перестроечку Наполеон III. Как вы видите, собор был построен в неовизантийском стиле и выглядит очень нестандартно. По крайней мере, я таких соборов не видал по Европе. Размеры собора тоже впечатляют. Длина его 142 метра, то есть 1,5 футбольных поля, и высота 70 метров, то есть где-то этажей так 20. И поговаривают, этот мини-стадиончик может вместить до 3000 прихожан. Внутреннее убранство собора тоже дюже богато. Алтарь выполнен из белого мрамора, купола и стены покрыты фешенебельными фресочками. Особое внимание попрошу обратить на мозаику на полу, выполненную в византийском стиле. Также в соборе имеется множество капел на библейскую тематику. Честно говоря, собор выглядит очень нестандартно, и тем самым он является знаменитой достопримечательностью Марселя и одной из центральных церквей всей Франции. Таки не проходите мимо. В Марселе очень популярна игра в шары. Я понятия не имею, как в нее играть, но все в нее рубятся. Даже делают открытки с игроками, которые рубятся в эти шары. Короче, в какой-то приложухе можно даже зарегаться и потом прийти и сыграть. Против друг друга рубятся ребята. Причем это не первая площадка, которую я вижу в Марселе. Таких полно по всему Марселю. На каждом районе есть, и люди прям зарубаются. Кто знает правила, опишите мне в комментиках. Вот рядом с такой церквухой
Такая вот церквуха, и здесь ребята зарубаются. Первый наш марсельский музей. Называется Коскер Медитрениан и посвящен открытию пещеры Коскер. И еще раз пардон за мой французский. Сама пещера была открыта в 1985 году на глубине 37 метров под уровнем моря. Найдена она была неподалеку от Марселя, как ни странно. Внутри пещеры были обнаружены удивительные наскальные рисунки, что датируются 27 тысяч лет до нашей эры. Это вам не это. Идя в этот музей, мы думали, что мы идем в эту пещеру. И девушка на входе нам очень это сильно разрекламировала. И, короче, мы повелись и купили билет за 18 евро на одного человека. То есть мы потратили 36. И все начиналось вроде бы неплохо. Мы на лифте спустились вниз, и мы подумали, что мы спускаемся в эту самую пещеру. Но, как оказалось, это всего лишь точная копия пещеры, сделанная из пластика. Вы садитесь в такую тележечку, и вас минут так 40 везут через всю эту пещеру, рассказывая в ухо, какая она классная. А в конце этого тура вам показывают видео, как все-таки эту пещеру делали из пластика. Проще говоря, как декорация в кино. То есть скопировали пещеру, сделали из нее такой аттракцион, по которому вы можете прокатиться. Выглядит довольно-таки натурально, но все это тотальная копия из пенопласта. Если бы я увидел это видео перед тем, как купить билет, в жизни бы никогда его сюда не купил. На втором этаже показана таксидермия, так сказать, вымерших животных. Виктория, какой ваш вердикт? Стоит ли это 18 евро? 18 евро не стоит, но прикольно. Вот поговорили. Если вы любите каменный век, то в пещеру идти стоит посмотреть. Она хотя и искусственная, слепленная из того, что было, так сказать, но выглядит прикольно, интерактивненько, и вам понравится. А если вы не фанат таких вещей, то не стоит тратить 18 евро на билет. Вас кинули, Сережа, кинули, как лохов последних. Марсель? После чего мы отправились в лучший музей этого города. Собственно говоря, это музей иллюзий в городе Марсель. Этот музей посвящен оптическим иллюзиям и другим видам визуальных трюков, которые бросают вызов вашему восприятию этого мира. Кубики. Треугольнички. Кубики. Треугольнички. Такие экспонаты, как комната Эймса, калейдоскопическая комната, вращающийся тоннель, зеркальные лабиринты, оптические иллюзии предназначены для того, чтобы удивлять, развлекать и в то же время объяснять, как и почему мы видим вещи не так, как они есть на самом деле. Портал в вечность. Я думаю, это идеальное место для семейного отдыха. Я прям вот реально угорел там по полной. Да что там я, мы там встретили бабушек, кому за 70, и они там просто в угаре были. Одним словом, яркие впечатления, точно как минимум на один день вам обеспечены. Ух, ребзя, в музей иллюзий просто нужно идти. На каждом углу прям вау-эффект. Не пожалеете точно. Добрался я до классного места. Называется Ледок Виллаж. То есть такое хипстерское место. Стильно, модно, молодежно, так сказать. Это, я так понимаю, старые доки. И из них сделали вот кафешки, рестораны, workplaces и все такое. Сейчас мы найдем здесь что-нибудь поесть и пошопиться. Сейчас оценим. Это уникальное место находится между старым портом и новым портом. Буквально на набережной, точно не заблудитесь. Здесь присутствуют магазинчики различные. Шмот можно прикупить, можно поесть, можно просто посидеть, отдохнуть, либо снять здесь какой-то офис. Одним словом, кайфовое место, если вы здесь по работе, либо хотите насладиться хипстерской атмосферкой. Мы сюда пришли с целью перекусить, но вот что-то походя по этому месту, как-то все кафешки были нам немножко не по душе, и мы, мягко говоря, немножко обломались. Но с другой стороны, я вам контентика поснимал. И вот эта крыша, она как бы закрывается во время дождя и вас не накроет. Но вот здесь так сделано, смотрите, как будто бассейн. Я, конечно, не удивлюсь, что когда-нибудь там кафешки будут, но в данный момент
визуально бассейн. Во многих городах мира уже лепят такие штучки из заброшенных зданий, да? Такие молодежные, стильные местечки хипстерские. Скорее бы у нас в Дублине начали лепить. У нас много заброшенных таких доков и различных зданий. Ну, вот тут, собственно, и подписано все, что вы здесь можете найти. То есть chill, work, eat, shop. Зачилить, поработать, поесть и пошопиться. Вот из такого старого дока сделали. Наше внимание привлекло французское, марсельское знаменитое мыло. Видите, вот этот магазинчик. Но потом, зайдя за угол, мы увидели эту шедевральную маленькую улочку, поднимающуюся вверх с церковью на заднем плане. Великолепно. Традиционное марсельское мыло состоит только из растительных ингредиентов А какой запах в этом магазине мыла. Прям хочется что-то себе взять. и не содержит никакой химии. И как минимум в нем содержится 72% масел. How much is the fish? Одним словом, наш выбор пал на вот этот удивительный кубик, состоящий на 80%, говорят, из каких-то масел. Но выглядит шедевральненько. Ну ладно, мыло мылом, а кушать все-таки хочется. И вот мы наконец-то добрались до ресторана. Так, зарулили мы здесь на обед в кафешку и решили, так как мы на берегу, решили перекусить рыбным блюдом. Вернее, Виктория решила рыбным, а я, как всегда, по травке. Короче, Викусик налегает на осьминога. Виктория Дмитриевна, расскажите, как вам осьминожек? Вкусно. На что похож осьминожек? Ребята, кто не ел, осьминог очень похож на курицу, но более твердый. Такой по мясу, но очень вкусно. Естественно, она и свежайшая, прям чувствуется. Ну, я кайфую. Приятного нам аппетита. Короче, заказал себе фрайс, картошечки французской, да? Пивка взял к ней. Думаю, ну хорошо, она такая солененькая, все будет ништяк. Короче, выглядит вот так вот, да? Стоимость 7 евро. 7 евро вот за эту картошечку. Моя рука, Нет. и она просто... Но при этом, когда ты ее едишь, она такая вся хрустит, такая зажаренная. Но самой картошки особо не чувствуется. Вот у нас в Ирландии чипс так чипс. Вот такого размера картофан. Во фритюре пожарен, чума. Заезжайте к нам в Ирландию. И на этой замечательной ноте мы заканчиваем наш первый день в Марселе. Первый день только приехали, слегка притомились, так сказать. Но уже на следующий день нас ждали бонапартовские планы, которые мы вам сейчас и покажем. А вы, кстати, не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски и тем самым поддержать развитие моего канала. И не забудьте поставить лайк. Итак, второй день в Марселе нам хотелось сделать более насыщенным и показать вам как можно больше достопримечалок. Ну, естественно, и самим их увидеть. По дороге в центр города я поймал себя на мысли. Неожиданно обнаружил для себя, что у них распространены такие курильные кофейни в Марселе. Вот такие вот они находятся вдоль дороги на центральной улице города. То есть вы туда заходите, берете кофеек, сигаретку, и ваше утро началось. Кофе в таких кофейнях, кстати, подается со стаканчиком воды. Собственно, чтобы помочь вашим почкам это все дело профильтровать. Итак, во второй день нашего пребывания в Марселе мы решили рвануть на замок Ив. Как туда добраться? Одним словом, из порта, из старого порта, из центра города, вот на заднем плане там касса, идет маленький кораблик. Он стоит 12 евро на человека, но если вы хотите сам замок еще посетить, еще 7 надо будет докинуть. Одним словом, 18 евро билет. Поедем наслаждаться поездочкой, надеюсь, не укачает. До отправления кораблика у нас было 30 минут. И было принято решение рвануть в булочную, чтобы взять кое-что съестного, а то кто его знает, как там на острове кормят. Франция известна не только устрицами и лягухами, они едят не только это, но и своими булками. Они же батоны, они же багеты и еще круассанчики. Одним словом, мы идем в булочную. Опа. Ребята, мы взяли 2 сэндвича вегетарианских с сыром и круассанчик. И это все нам обошлось 8,70. Как видите, пожевать можно прямо здесь. Вот здесь такие стульчики оборудованные, зеркало.
То есть можно захомячить прям с булочной. Наши опасения по поводу укачивания в лодке прошли, так сказать, мимо нас, а само путешествие было довольно-таки живописным. Ну вот мы и добрались до замка Ив. Поездка заняла у нас буквально 20 минут. И дается 2 часа на то, чтобы посмотреть остров и замок. И потом обратно едем на таком же кораблике. Пока вы едете, вас развлекает экскурсовод, но развлекает на французском. Но если вот скачать эти штрих-коды, то можно послушать всю эту экскурсию и на русском, и на английском. Как видите, инструктаж есть и на русском. Чайки здесь жирные. Замок Ив был построен в 1529 году как крепостное сооружение для охраны самого Марселя. По приказу Франциска I изначально был построен как оборонительное сооружение, но таковым он являлся не так уж и долго. Вскоре после строительства его начали использовать как тюрьму, примерно как Петропавловскую крепость в городе Санкт-Петербург. Классика. По большей части, как и в Петропавловской крепости, здесь содержались политические заключенные. Все 10 лет пребывания в Ирландии я шутил, что я граф Монте-Кристо, заточенный на этом острове, потому что Ирландия не входит в Шенген, и вы все равно никуда не можете ездить, хотя и вроде живете в Европе. Наконец-то я получил паспорт ирландский, и первым делом я приехал в тюрьму графа Монте-Кристо, замок Ив, между прочим. Хотя в реальной истории замка не было ни одного побега, замок стал широко известен благодаря литературному произведению Александра Дюма и его герою. В романе «Граф Монте-Кристо» Эдмонд Дантес был несправедливо осужден и заточен в этот замок. А откуда по итогу ему удалось сбежать, эта история сделала замок знаменитым и приводит сюда множество туристов ежегодно. Даже в таком музейном экспонате, как замок Ив, Вася тут был тоже. А видите, только Вася немного другой. Одним словом, некоторые люди даже в замках пишут на стенах редиски. За мной, паспорту. Здесь много интересного. Доставай свой ключ. Да, прикольно. Даже комнату для детей организовали. Вот, собственно, рассказано, как нужно собрать вот этот вот пазл. Можно зайти и залипнуть на часик легко. Видимо, государство надоело, что люди сюда приходят, рисуют на стенах, и они впендюрили вот такую стену. Говорит, ну нарисуйте уже здесь, не надо уж на памятниках архитектуры рисовать. Ну и окапчик, конечно, подрисовали. Вот этим замком и вдохновлялся Александр Дюма. Нечего сказать, есть чем вдохновиться. Лично мне очень понравилось и путешествие на остров, и сам остров, и крепость. Если вы не фанат Александра Дюма, то как минимум отдохнете от городской суеты. А мы двигаемся дальше. Следующим нашим пунктом был стадион футбольного клуба «Марсель». Хотелось бы, конечно, сходить на футбол, но не попал в этот раз. Придется возвращаться. До стадиона пришлось нам проехать пару остановок на метро, благо в старом порту имеется станция метро. Надо сказать, транспортная система во втором по величине городе Франции Марселе развита Аверии Авел, так сказать. Трамваи, автобусы, такси и, естественно, метро. Но линий метро у них немного, всего лишь 2, синяя и красная. Но и с этим Марсель прекрасно справляется. Из минусов метряги то, что в ней нет кондея вообще, ну никак. Хотя симпатичная оранжевая, прям под цвет моей надписи. А из плюсов то, что объявляют на английском все. То есть, собственно, не заблудитесь. Олимпик Марсель был организован в 1899 году, то есть ему больше, чем 100 лет. Это один из самых титулованных клубов Франции. 10-кратный чемпион страны, что-то уж говорить. И в 1993 году они выиграли Лигу чемпионов. Это единственный французский клуб, которому это достижение покорялось. Но уже в 1994 году клуб был увлечен в коррупционных схемах и был лишен парочки титулов и был выгнан из высшего дивизиона. Как многие стадионы во Франции, стадион Марселя также называется «Велодром». В данный момент называется «Оранж Велодром». Многие стадионы перепродают название. «Оранж» — это компания сотовой связи. Вот она сейчас является спонсором Марселя. И стадион называется «Оранж Велодром». Сейчас заценим. Большая громадина. Очень круто, кстати, сделано, что в трибунах вообще они сделали шоппинг-центр. То есть просто так не стоит здание, а приносит лавандос людям, владеющим клубом или стадионом, как минимум. Этот стадион вмещает 67 тысяч зрителей, и попасть на матчи не так уж легко. Ну, у меня вечно не без облома. Охрана сказала, что сегодня только для школьников посещение стадиона. А завтра они не работают. Послезавтра они не работают тоже. Потом я уезжаю. Одним словом, если вы будете в Марселе, приходите сюда только на буднях и проверьте, этот день для школьников или нет.
кинули, Сережа, кинули, как лохов последних. Извиняюсь за тавтологию, но по-другому не сказать. Фанатская движуха здесь развита только в путь, и такие группировки, как Soft Winners и команда Ультра устраивают грандиозные шоу во время матчей. Олимпик Марсель. Вот этот синий крест является символом Марселя, города, и поэтому цвета этого клуба синие, белые или бело-голубые даже скорее. Но вот этот крест — это символ Марселя. По итогу было решено пойти в магазин клуба и чуть-чуть подзатариться. Знаете что, тренер? Да пошел ты, бля! Гигантский просто магазин на стадионе. И прям вот весь состав наверху этого года. И вот такой мижган. Символ Марселя. Марсель, спасибо за худи и не спасибо за тур по стадиону. Недалеко от стадиона, буквально в 20 минутах ходьбы, находится парк Богрели, куда мы и направились. По дороге были обнаружены места обитания рабочего класса. Как выглядят окраины Марселя? Собственно, вот такие вот пятиэтажечки, которые, собственно, наверное, ничем не отличаются от вашей пятиэтажечки. И вот такие вот гаражики. Гаражики и пятиэтажечки покрывают окраины Марселя. Мы добрались до парка Борели. Находится в центре Марселя практически. Такой оазис джунглей. Или оазис природы в каменном Марселе. Кайфовое место. Сейчас заценим, что здесь как. Парк был заложен в 18 веке и принадлежал торговцу Луи Борели. В 1860 году город выкупил этот парк и преобразовал его в общественное пространство. В парке имеется несколько садов, французский, английский и, естественно, японский. Также парк находится недалеко от Средиземного моря, так что можно быстренько ломануться и на пляж отсюда. Да здесь рыбачить можно. Не знаю, какая-то выдра, походу, хомячит. Друг бобра. Вот прямо сейчас я себя почувствовал настоящим Юрой Сенкевичем. Вот этот самый крест является символом братства между Ереваном и Марселем. Два города побратимых. Видите, какой Марсель побратимый городок и Одессе, и Еревану. Шедевральный, да? Я бы сказал, парк очень умиротворенный, и здесь прекрасно можно отдохнуть от городской суеты. В центре парка находится великолепный особняк, что был построен в 1760 году в стиле классицизма. Это уникальное здание является замком Борели и по совместительству музеем декоративного искусства. Выставки здесь в основном посвящены декоративному искусству, моде и фаянсу, но также бывают временные выставки. Одним словом, прежде чем идти, можете прогуглить. Ну и как же во Франции и без петушни? Музей, надо сказать, небольшой, но вот на добротный часок вы там точно залипнете. Мы вот попали на выставку фарфора различного, по большей части Прованс и почему-то немножко Китая с Японией. Немножко картин, немножко внутреннего убранства этой усадьбы в те старые далекие времена. Жаль, что на французском. Одним словом, мы окультурились, и во время культуризации мы, собственно, забыли о том, что мы хотели посетить самую главную церковь Марселя. Вовремя спохватившись, мы вызвали такси и буквально за 15 минут домчались до собора базилика Нотр-Дам-оф-ля-Гранд. Кажется, так произносится. И возвышается она над всем городом, так как находится на холме. Таки одна из главных достопримечалок Марселя. Этот великолепный храм является символом города и часто называется хранительницей Марселя. Холм Ла-Гранд, на котором и находится этот собор, изначально имел стратегическое значение. Сами понимаете, в плане обороны города. Здесь уже в XIV веке была построена часовня Девы Марии, куда, собственно, и приходил народ помолиться, особенно морячки перед выходом в море. Ну и после того, как вернулись, приходили сюда поблагодарить Деву Марию за то, что вернулись живыми. Это вам не это.
Ну а вот это современное здание базилики было построено в период с 1853 года по 1864 год. Понятное дело, была построена на месте старой часовни, построена из белого каррарского мрамора и зеленого флорентийского камня. Храм построен в неовизантийском стиле. Как вы поняли, в Марселе тут, походу, много чего в этом стиле построено. На вершине 60 метров над колокольней установлена Святая Дева Мария из золотишка. Сама статуя размером 11 метров, и ее видать издалека, из любой точки, собственно, Марселя. Внутри базилика украшена различными мозаиками из мрамора, из золотишка, так сказать. Естественно, полно изображений Девы Марии. Ну, внутри, конечно, вызывает вау-эффект. Все в золоте, как в русских церквях и соборах. Но тут все написано на греческом, так что, скорее всего, мы оттуда и понахватались. И морская тематика присутствует по полной. Дабы Марсель – портовый город, сам храм расположен в самой высокой точке Марселя, 150 метров над уровнем моря. И отсюда открывается феноменальный вид на весь Марсель. Многие туристы сюда гонят просто замутить селфи. Ребзя, представляете, вот такой вот собор у вас на заднем плане. А смотрите вниз, и там поляна. Представляете, вы гоняете мяч вот там вот и любуетесь на угловых вот этим вот самым собором. Ну, прикольно же. Итак, базилика Нотр-Дам. Осень понравилась. Прям вот над всем Марселем, прям практически над всем, вообще над всем, гарантирую. Если придете, будет над всем. Осень понравилась, приходите. Не пожалеете, приходите. Нагуляв аппетит, мы решили вдарить по ресторанам. Продравшись сквозь заслоны уличных музыкантов, мы добрались до нашей цели. Ребят, я все что-то как-то не могу привыкнуть к расписанию этого города. То есть с утра вы еще можете поесть в кафешке, где-то в обед еще в часа 2 можно поесть, а потом все. Потом все закрыто, ничего не работает. Потом вы приходите, вот сейчас сколько, часов 6-7, да, 7? 7 в нормальном городе, в 7. Это время есть, да, ужин начинается с 7, до 9, да. Тут все с 7 до 9 закрывается. Нет, вы можете купить только коктейли, какие-то алкоголи, пиво купить, поесть с 7, нет. Там даже с 3 дальше уже все, ничего есть нельзя. То есть можно потом поесть уже, когда темно становится. То есть это часов 9-10, у них опять все открывается, и вы можете поесть. То есть в 9-10 я обычно сплю, но здесь, походу, начинают есть в этот момент. Короче, я это не могу привыкнуть к расписанию Марселя или вообще Франции. Как-то нелегко это все. В очередной раз обломавшись в Марселе, мы так и не поели, но заморили червячка сырцом-свинцом. Мы отправились пешочком на Кутежный район, где мы планируем провести наш вечер-ночь. Нужно же все-таки жгануть, покутить, в кои веки не за рулем. Классика жанра. В Марселе вечерело, и мы набрели на игру в шары. Как я понял, играет команда на команду, и они бросают шары, и нужно попасть как можно ближе к центру. Что-то типа керлинга, что ли, только не на льду. Но это не точно. Кто знает, расскажите мне в комментах. Да, не забываем подписываться на мой канал, ставим мне лайки, комментим мои видосики. Это очень помогает развитию моего канала. И, естественно, поделитесь моим видосиком с другом. Огромное вам спасибки. Мысли вслух, ребята. Вот мы гуляем, да, идем к музею, и я вижу, что все закрыто. В смысле, да, есть кафешки, рестораны, которые открыты, но, например, если тебе надо в аптеку что-то случилось, хрен ты аптеки найдешь открытой. Это что за бред вообще? Суббота, воскресенье. Мы же все гуляем, все на улице, все, свободны. Почему нужно закрывать магазины в субботу, воскресенье? Это для меня прям нонсенс. Особенно аптеки. Это для меня вообще ужасно. Вот. В Ребзе немного ночной жизни. Рядом со станцией метро Нотр-Дам-Дю-Монт находится такой райончик, я бы сказал, хипстерский, тусовочный. Весь он такой, как видите, в граффити. И здесь полно баров, в которых можно затусить до утра, так сказать. И много забегаловок с едой, где можно перекусить и так далее. Я вам сейчас даже покажу очередь за пиццей. Вот такой вот ночной райончик. Куча баров, ресторанчиков. А вот эти ребята стоят за пиццей. Ребзи стоят за пиццей. Очередь за пиццей. Здесь такие барчики, ресторанчики. Все в граффити. Короче, туси не хочу. Дамы вот с цветками ходят. О, девушка, с вами можно познакомиться? Можно с вами познакомиться? Нельзя. Муж против. Не. Думаю, яйца подкатить.
Ну ладно, другой раз. Также, если вы заинтересованы в ночной жизни, этот район вам подойдет точно. Также имеются два соседних района – Куржульен и площадь Жан-Журес, известная у местных как Ла Плен. Одним словом, все тусовки этого города начинаются в этом Бермудском треугольнике. Вся молодежь стекается сюда, также и творческие личности. Одним словом, не дай себе просохнуть. Вот такая вот веселая улица. Улица баров, ресторанов и тусовок. Вот такой вот тусовочный райончик. Чувствую я здесь до утра. Здесь не только бары, но и ресторанчики различных кухонь. Даже украинский ресторан видели. Короче, кому хочется ночной жизни, вам сюда. Итак, это наш третий день в Марселе. После ночного кутежа мы благополучно выспались. Проспав завтрак, мы решили, как настоящие французы, забуриться вот в такую кафешку и начать день с эспрессо. С круассанчиком, надеюсь. Пару слов об отеле. Остановились мы в отеле «Ибис», неподалеку от центра. Пешочком вот мы ходим минут 20, наверное, до порта до старого. Очень удобненько, потому что ты зацепляешь и не туристические места, чтобы перекусить или там попить чего-либо. И либо ты хочешь туристические, и, собственно, у порта все они туристические, то есть вообще кайф. Отель нам на 4 ночи вышел в 350 евро, так что довольно-таки бюджетно. Приезжайте, наслаждайтесь. Отличный город, мне нравится. Погодка в мае здесь от 22 до 25 градусов. То есть, собственно, лето, но не такое адское и жаркое. Ну, я, правда, успел подсгореть немножко. Как видите, кофеек подают вместе с водичкой и круассанчик. В хороших кофейнях кофейку подают стакан воды, для того, чтобы организму было проще прогнать это все через ваше тельце и помочь вашим почечкам. Душевный круассанчик с кофейком по утру. Ребятки, подкрепившись по-французски кофе и круассанчиком, на двоих нам вышло 6 евро. Вот такие вот цены в Марселе. После того, как мы съели углеводный круассанчик, мы решили растрясти наш жирок по северной части центра Марселя. Ох, благо она находилась ближе к нашему отелю. И первая наша сегодняшняя остановка – это церковь Святого Винселя де Поля, что находится в верхней части улицы Канебьер, что прямиком идет из порта. Или из порта, ну, извините меня за мой лексикончик. И встречает нас монумент Жанны д'Арк. Церковь построена на месте старого монастыря, что, собственно, был закрыт во время французской революции. Знали революционеры, что закрывать. Строили ее ни много ни мало 20 лет, построили в 1886 году. Выглядит, как видите, шедеврально, построена в готическом, неоготическом стиле, и высота ее 70 метров. Говорят, когда ихного этого Джизуса хранили, его замотали в тряпочки, и вот эта фотокопия тряпочек, в которые был замотан Jesus Christ. Вот, собственно, фотоэкспозиция по этому поводу. Говорят, какие-то ДНК там производили, исследования и так далее. Ну, короче, Jesus все-таки краст. Если вы знаете французский, можете подробно ознакомиться по поводу всей этой информации, по поводу этой тряпочки и фотокопии этой самой тряпочки Джизуса Креста. Внутри церковь не менее впечатляющая. За счет множества витражей создается необычайная игра света, что в свою очередь освещает алтарь своеобразным светом. Какой гигантский и очень красивый орган в этой церквухе. Я бы сказал, это самая витражная церквуха. Витражи идут по всему кругу, то есть по всей церкви вокруг. Очень светлая, очень яркая, ну вообще это красивая. Зайдете, не пожалеете. Ну, знаете, ребята, католическая церковь, очень справедливая церковь. Они вот спалили Жанну д'Арк и в отместочку такие думают, ну надо же извинялку какую-то, и ей монументик замутили такой вот. Вот монументик, Жанна д'Арк. Видимо, такие в респектуху, такие типа, сорян, мы тебя сожгли, ну ладно, хоть памятник поставим. Если честно говоря, в Марселе полным-полно церквей. Я вот 3 посетил, больше я чувствую не осилию, но здесь буквально на каждом углу церковь, и все они выглядят очень даже очень. Гуляя по Марселю, мы думали, идти нам в парк Лонгшан или не идти, но когда мы пришли, мы реально прибалдели. Прям вот стоит идти стопудово, только чтобы это увидеть. И когда я это все увидел, вот этот
Сейчас, секундочку, покажу. Я понял, откуда Петродворец спер этот каскад водопадиков. Смотрите, как оно. Вы только гляньте, как оно, а? Парк и дворец находятся немного севернее от церкви Святого Винсента де Поля, на буквально 5-10 минут ходьбы. Этот выдающийся архитектурный комплекс – гордость не только Марселя, но и всей Франции. Строительство заняло 7 лет и был построен в 1869 году. Если сравнивать с Петергофом, который еще начал строить Петр I в 1705 году, это довольно-таки новенькое сооружение. Так что еще кто с кого слямзил, это непонятно. Палас Лоншамп построен в классическом стиле, неоклассицизм, барокко элементы, ну, сами понимаете, все как надо. А основным и центральным элементом здания, естественно, является этот грандиозный фонтан, что украшен статуями и монументиками. Центральный фасад представляет собой триумфальную арку с множеством колонн и изысканными декоративными элементами. В центре фонтана расположена нимфа Дюранс, богиня природы, и статуя Леона, что символизирует связь с водными ресурсами. Ну, город-то портовый. Какие-то непонятные у них здесь деревья с какими-то непонятными желтыми фруктами. Но это не мандарины и не яблоки. Что-то какая-то смесь. Я всем, кто будет в городе Марсель, рекомендую сюда сходить. Вход тут абсолютно бесплатный, можно здесь походить, полюбоваться этим фонтаном. А в парк мы не заходили, ну, будет повод вернуться. А у нас впереди еще карнавал, так что двигаемся дальше. До карнавала буквально час, и мы решили убить этот час в музее мыла. Музей мыла находится в порту, и если вы будете стоять лицом к морю, он находится по левую сторону порта. Пройдя по набережной, не промажете. Глицерин, сода и оливковое масло. Говорят, Елизавета заказывала это мыло в Марселе для себя. Вообще, судя по тому, что магазины мыла здесь на каждом углу, они эту тему толкают по полной, как туристическую. Короче, если вы приехали в Марсель, вы обязательно должны купить себе кусок мыла. По-другому никак. Мыло-варильня на колесах. Вход в музей стоит 2,50 буквально. И я бы сказал, музей очень познавательный. Если вы не знали, как производится мыло, после этого музея вы точно узнаете. Как минимум увидите олдскульную стиральную машину, как мыло запрессовывалось. И за дополнительную плату в 5 евро можно попробовать изготовить свой кусок мыла. Нам что-то было лень это все делать. Мы так прогулялись, поизучали. В этой экспозиции вы увидите, как из оливок добывали масло для того самого мыла, что любила Елизавета. Вон оттуда оливочки валили, здесь их жмякли, пекли, и оттуда потом вылетало. Стрекозила лунница, ослик. Ослики вообще классные. Тут сурово выяснилось, что оригинальное марсельское мыло состоит из лаванды. Так сказать, лаванда аромат, оливковое масло и само мыло. Ребятки, неожиданно оказалось, за 2,50 вам дают вот такой вот билетик, и вы можете получить еще бесплатное мыло. Идем ее забирать. Естественно, в магазинчик, в который нас отправили, много всякой туристической всячины. За маркетинг я, конечно, бы 5 поставил бы музею, но нас так просто не возьмешь. Мы только по халяве. Ребятки, мы выбрали 2 мыла, потому что у нас 2 жетончика. Есть специальный раздел, и есть очень много видов, очень много ароматов. Ну и мы выбрали розочку и вербену с лимоном. Вкусняшка. Ребятки, нам достались 2 мыльца. Подарок. Бесплатненько. И вот он, долгожданный карнавал. Как выяснилось, это ежегодный карнавал в городе Марсель, что проводится в мае месяце. Чего здесь только не увидишь. И различные инженерные решения в плане конструкций, которые едут по этим улицам. И клоунада, бегающая вокруг и веселящая людей. Различные костюмы и представления. Одним словом, не только дети рады, но и взрослые тоже угорают по полной. Многие даже становятся участниками самого шоу и вбегают в этот карнавал. Танцы до неба продолжаются, мокрые волосы развиваются, как сказал бы классик. Немножко осисяй стаяла.
я особо много говорить не умею, так что давайте приколимся. Если вы просмотрели этот кусок с карнавалом, напишите, какой момент вам больше всего понравился, какое представление вас как бы тут впечатлило. Одним словом, оставьте мне комменты, напишите мне, что вам понравилось, и можете добавить на какой минуте, чтобы я потом заценил, что именно вам понравилось. Давайте добавим интерактивности в мои видосики. И не забывайте подписаться на канал, поставить мне лайк и отправить этот видосик другану. Спасибки. Очень классный карнавал. Что понравилось, в отличие от нашего ирландского Сан-Патрика, то есть у нас такой он загороженный за стенами, куча полиции, и ты толком его и не видишь, если ты не купил билетик туда. А тут и ни полиции, никого. Люди даже сами некоторые вбегают в карнавал и участвуют, частично являются актерами этого карнавала. Ну, очень классный, мне очень понравился. Он такой небольшой, но очень насыщенный и угарный. Прям вот прикольно смотреть. Что еще понравилось, что после карнавала, сразу же за карнавалом едет пылесос, который собирает все эти фейерверки и все остальное, все, что нападало от этого угара. И просто улицы уже чистые. После чистых портовых улиц Марселя мы отправились в цитадель этого города. Собрались мы тут посетить цитадель Марселя. Прикол весь в том, что мы здесь всего на несколько дней, и работает она только по выходным. Только суббота-воскресенье, да? Ну, мы такие, хорошо, дождемся субботы, пойдем. Дождались субботы. Пришли сюда в 2 дня. Вот сейчас 2 часа дня. Пытались купить билет. Нам сказали, что билет только с гидом можно посетить саму цитадель. Гид только на французском. И следующий заход в 6:30. Ну, то есть 3 часа ждать французского гида, в котором я вообще ничего не понимаю. То есть вообще без понт. Одним словом, решено пойти просто прогуляться. Здесь, в принципе, ошеломляющий вид на город, потому что цитадель находится на вершине, да? И что-то типа парковой зоны перед цитаделью. Там можно прогуляться бесплатно. То есть, если вы не хотите в сам музей попасть, в саму цитадель, а просто насладиться видом, то можно вполне бесплатно просто зайти и понаблюдать за всем этим делом. Но только по выходным. Так что мотайте на ус. Ну, а видончик вот такой. Вот, собственно, цитадель, в которую вход, так сказать, платный, и только с гидом, только с французом и через 3,5 часа. А вот это вот бесплатно. Как вы сами понимаете, Марсель является портовым городом, причем самым большим во Франции и, наверное, одним из самых старинных. И вот с древних времен его охраняла вот эта самая цитадель. И вот с другой стороны этого залива находится вторая часть, так сказать, этого оборонительного сооружения. Ну, а если вспомнить замок Ив, он его еще и с моря защищает. То есть супер защищенный порт был. Ну, в общем-то, если вы будете здесь в выходной день, вполне нормально сюда зайти и вот этим вью насладиться. Совершенно бесплатно причем, конечно. Такой видон прям вот так вот. Вот так вот. Прийти и бесплатно посмотреть на Марсель с высоты птичьего полета. Прогуливаясь по маленьким центральным улочкам Марселя, мы набрели на закоулок, а может даже просто переулок, который вполне можно было бы назвать арт-переулком. Прямо на стенах переулка расположены экспозиции картин, которые, как выяснилось, вы можете приобрести. Также можно приобрести шуточные отрывки из комиксов. В Марселе, кстати, проводится фестиваль комиксов международный. Но когда именно, нужно уточнять. Вы только посмотрите на эти ставни, ну, создают же свой шарм. Смотрите на эту площадь, и куча ресторанчиков вечерком. Люди сидят, попивают винцо с сыром. Ну вот и мы решили отужинать-отобедать последний раз в Марселе, в этом замечательном ресторанном дворике, так сказать. Короче, вот такой вот обед вышел где-то в 30-ничек. По закону Архимеда, после сытного обеда, чтобы жиром не заплыть, нужно что сделать? Правильно, нужно погулять. Чем мы и занялись. Вообще,
прогуливаясь по старому центру Марселя, архитектура этого города мне напомнила чем-то Буэнос-Айрес. Аргентинская столица, кто не в курсе. У меня на канале есть видео по поводу этого самого Буэнос-Айреса. Кому интересно, проходите, кликайте, смотрите и поддерживайте меня лайками, репостами и обязательно закомменте что-нибудь под этим видео. Набрел на район граффити, а тут, оказывается, напротив самого вот такого замечательного граффити одно из самых старых зданий в городе Марсель. Ну а мы, прогуливаясь по Марселю, забрели в райончик Ля Паньер. Да, француз из меня еще тот. Сорян за произношение. На этих узких французских улочках было обнаружено множество граффити. Весь район прямо ими усыпан и создает свою незабываемую атмосферу. Причем граффити здесь периодически зарисовывают и подготавливают место для нового граффити. Вот видите, как здесь вот намазано, и там вот другой граффити идет. Рисунки варьируются от ярких абстрактных картин до изображений, связанных с местной культурой. Естественно, социальная тематика присутствует, да и вообще граффити у меня ассоциируется со свободой творчества. Заскучал по турам и микрикам, нашел себе нарисованный, при этом с эйсиабиадаброй. Классный, да? Причем райончик этот в самом центре Марселя. Буквально 10 минут ходьбы от порта. Вообще очень душевное место, так сказать, не проходите мимо. Ходили мы тут последние несколько дней мимо этого шедеврального здания, что в свою очередь является музеем цивилизаций, и все-таки развели себя туда зайти. Из основного здания имеется проход на стены форта, где можно шедеврально погулять и насладиться, скажем так, закатом. Так, вторая часть фильма «Форт Боярд». За мной паспорту. В одном из павильонов мы все-таки увидели кое-что, что хоть как-то похоже на выставку, и посвящался она почему-то спорту. Немного футбола, немного регби, ну и, естественно, шарам. Ну что, ребята, зарулили мы в музей of Civilization and Mediterranean. Ну, честно говоря, мое личное мнение, что как бы вообще там что-то смотреть нечего. То есть парочка видеоэкспозиций каких-то и все. То есть 3 комнаты, в которые вы заходите, смотрите парочку видосиков и больше ничего. Но по сути из этого современного здания есть мост на стену форта. И вот по самому форту вы гуляете, да, там прикольно. Именно вот сам форт прикольный. Но с точки зрения музея здесь вообще ну просто 3 видеоинсталляции и все, и больше ничего. Одним словом, за деньги бы я бы сюда ни за что не пошел, но здесь сегодня ночь музеев. Мы так удачно попали на ночь музеев, поэтому и на халяву здесь сегодня. Ничего там нет. Ничего нет. Одним словом, мы убедились, что это музей ничего. Вот просто если вы хотите посмотреть ничего, вам сюда. Ух, все, подошло к концу это громадное видео, я его наконец-то доделал. Надеюсь, вы тоже досмотрели до этого момента. Огромное вам спасибо, поставьте мне лайк, подпишитесь на канал, поделитесь этим видео и обязательно закомментите что-нибудь там внизу вот под этим видео. Огромное вам, преогромное спасибо. Короче, с утра проходил мимо этого места. Здесь вот такая кофейня, все сидят, кофеек попивают, 2 пальчиками держат, такие бабушки, дедушки, да. А сейчас вечером на этом же месте вот то же самое кафе. Здесь просто пати и гульбон, просто пивандер льется рекой. Марсель?